Здравствуйте! Сегодня мы открываем на канале новую рубрику «Рискованная работа», где будем рассказывать о людях, которые работают в условиях воздействия вредных веществ, а также в экстремальных условиях, где они могут подвергаться смертельной опасности. Первый рассказ будет о рудокопах, добывающих серу. Сотни горняков работают в кратере действующего вулкана на востоке острова Ява в Индонезии. Добыча серы ведется здесь вручную. Целый день рудокопы борются с ядовитыми парами. Шахтеры добывают серу, которую местные жители называют «золотом дьявола». Условия труда здесь настолько опасны, что многие шахтеры не доживают до 50 лет. Одного из таких шахтеров зовут Мистар. Шахтеры, такие как Мистар, переносят на своих спинах до 90 килограммов серы, двигаясь вверх и вниз по этим крутым скалам. Мистар делает это уже 30 лет. От такой ежедневной работы у горняков опухают плечи. Добываемая сера хорошего качества, в ней нет песка. Но сегодня большая часть серы в мире производится путем переработки нефти и газа. Это делает подобные вулканические шахты относительно устаревшими. Тем не менее, эти шахтеры все еще работают, зарабатывая от 12 до 17 долларов в день. Так происходит потому, что в этой отдаленной части Индонезии такая работа считается одной из самых высокооплачиваемых. Работая в таких опасных условиях, где можно умереть, работники не бросают ее, потому что они боятся голода. Так почему же эта форма добычи серы все еще существует, и почему такая работа является рискованным делом? Мистар просыпается около 2 часов ночи. На завтрак у него ничего нет, кроме риса с листьями папоротника. На улице недавно прошел дождь, поэтому дорога на вулкан опасна, так как склоны подвержены оползням. Дальше на своем мотоцикле Мистар проехать не может. К кратеру дорог нет, поэтому остаток пути ему приходится пройти пешком. До вершины вулкана Иджен ему нужно преодолеть 2 мили. С собой в кратер глубиной 200 метров он берет только корзину и лом. Горняки верят в духов и просят, чтобы они оберегали их. В экстремальной среде вулкана температура воздуха может достигать более 37 градусов Цельсия. Мистару приходится работать рядом с одним из самых токсичных вулканических озер мира и при этом дышать дымом. Рудокопам приходится работать в облаках токсичного сернистого газа, от которого сразу начинается дикий кашель и сильно слезятся глаза. Мистар говорит, что по содержанию здешняя кислота чем-то похожа на аккумуляторную кислоту. И это очень опасно, так как если она попадет в рот и соприкоснется с зубами, то зубы выпадут. Это может быть смертельно, если кислота попадет в желудок. Серный дым очень сильно пахнет кислым. При попадании в рот или нос вызывает сильный кашель, отек легких и может привести к удушью. Шахтеры сталкиваются с 2 видами серного дыма. Первый поднимается из глубины вулкана, а затем направляется по этим трубам. Лицензией на эксплуатацию шахты владеет горнодобывающая компания PT Kandin Grimby. Ее мощности позволяют производить 14 тонн серы в сутки. Объем производства серы за год составляет примерно 5000 тонн. Горняки являются у нее внештатными подрядчиками. По этой причине за собственное снаряжение им приходится платить самим. Но многие шахтеры не могут позволить себе противогазы или респираторы. Вместо этого они используют носовые платки или полотенца, смоченные в воде, чтобы порошок серы не прилипал. Второй вид дыма еще более опасен, чем первый. Он образуется из вулканических газов под кислым озером, и это может быть смертельным для человека. Поэтому, если горняки видят большие облака тонкого белого дыма, исходящие из озера, они должны эвакуироваться. Вот почему Мистару нужно прийти сюда так рано. Ветер усиливается в течение дня и поднимает все больше белого дыма в сторону горняков. Оба типа дымов приводят к длительным вредным последствиям для здоровья. Немало шахтеров, работающих здесь, серьезно больны. Иногда во время добычи у них начинает болеть живот.
Бывает, что некоторые соскальзывают со склона и ломают себе ноги. Однако дым изнутри вулкана имеет решающее значение для производства серы. Вот как это работает. Выходящий из-под земли вулканический сернистый газ пропускается по гигантским керамическим трубам, где он остывает и конденсируется. В результате химической реакции с воздухом получается жидкая сера, которая вытекает из труб на землю и сразу же остывает. Когда жидкость окончательно затвердеет и остынет, сера станет желтой, и шахтеры смогут начать откалывать блоки. Эти два цвета серы дали ей название «дьявольское золото». Горняки переносят эти блоки голыми руками, хотя прикосновение к твердой сере часто может вызывать сыпь и волдыри на теле. Рудокопы каждый день откалывают ломами новые пласты застывшей комковой серы и выносят руду на поверхность. Они вставляют лом в щель, откалывая куски серы. Мистар говорит, что до тех пор, пока сера прохладная и желтая, к ней можно прикасаться, и она приятная на ощупь. До начала пандемии горняки могли добывать до 25 тонн в день, но с 2020 года они стали работать в 2 смены, чтобы соблюдать социальную дистанцию. Это снизило производительность шахтеров, и они стали добывать всего 10 тонн серы в день. Как только Мистар наполнит свои корзины, он поднимает их себе на плечо и начинает движение. Но эта сера – тяжелый груз. Ее переносят в 2 плетеных корзинах, соединенных коромыслом. Мистар переносит около 70 килограмм, в то время как сам он весит всего 60 килограмм. От такого груза у него болит спина, хотя некоторые молодые шахтеры могут нести до 90 килограммов серы за раз. Такие грузы просто раздавливают плечи, что приводит к заболеванию плечевых суставов. Эта болезнь возникает почти у всех, кто переносит серу. Рудокопы с грузом должны медленно подниматься по крутым склонам кратера. Торопиться нельзя, так как можно упасть и получить травмы. Каждому рудокопу предстоит сначала поднять груз на 300-400 метров вверх с дна кратера по крутой горной тропе, а потом пройти еще порядка 3 километров по джунглям до кордона Палтудинг, ближайшего места, куда может подъехать грузовик. Некоторые совершают опасный переход в шлепанцах. Достигнув края кратера, Мистар перекладывает серу в свою тележку и начинает обратный путь длиной 2 мили. Такой путь он пройдет сегодня еще 1 раз. Подъем по крутой горной тропе с грузом серы на плечах занимает около часа. Временами приходится идти в плотном облаке сернистого газа. Предпринимались попытки заменить людей животными, однако успехом они не увенчались. Даже небольшое количество сернистого газа вызывало у мулов светобоязнь и дезориентацию. Часть животных просто погибла. Горнодобывающей компании Кандин Гримби также принадлежит эта станция взвешивания и завод, куда поступает добытая сера. На заводе рабочие варят серу и пропускают ее через серию фильтров. Они должны удалить любые загрязнения, такие как песок или грязь. Затем раствор выливают на пол в заводском цеху, чтобы он остыл. Застывшую серу загружают в мешки и отправляют на близлежащие сахарные заводы. Сера перерабатывается в серную кислоту, в наиболее часто используемое химическое вещество в мире. Она используется почти во всем, начиная от спичек, фейерверков и пороха и заканчивая моющими средствами, бумагой и батарейками. Серная кислота придает сахару белый цвет. Это обязательный ингредиент в резиновых изделиях и даже в виноделии. Но 98% серы в мире поступают от переработки нефти и газа. Она является побочным продуктом переработки, и нефтяные компании обязаны по закону безопасно его перерабатывать. Производится много чистой серы. Эта чистота необходима для производства таких продуктов, как удобрения. Сегодня производство серы из нефти и газа стоит почти 13 миллиардов долларов, и ожидается, что оно будет продолжать расти. Все это приводит к тому, что естественные шахты на вулканах становятся ненужными, тем более, что добытая таким образом сера не такая чистая. Она может быть кислой или содержать песок. Тем не менее, Иджен – это одно из немногих мест, оставшихся в мире, где до сих пор добывают серу таким способом. Так почему же эта добыча продолжается, несмотря на опасность? Дело в том, что для горнодобывающей компании получение серы из Иджена обходится проще и дешевле.
Добытчикам серы платят намного больше, чем другим рабочим на острове, например, таким, как работникам сельского хозяйства. При этом шахтеры получают быстрый расчет за поставленную серу, а работники строительной отрасли или сельского хозяйства должны ждать около 2 недель. Горнодобывающая компания платит работникам за вес собранной серы. Получается, что килограмм серы стоит около 9 центов. Таким образом, Мистар за 2 перехода может заработать всего лишь $17 в день. Горнодобывающая компания не дает комментарии по поводу того, почему шахтерам так мало платят, хотя эта работа считается одной из самых опасных профессий в мире. На сайте компании посетители возмущены таким отношением к шахтерам. Многие считают, что это не что иное, как современное рабство. И хотя они добровольные работники, но они стали заложниками компании и сложившихся обстоятельств. Другая возможная причина, по которой эта шахта все еще открыта, это туризм. Ночью сюда стекаются посетители, чтобы увидеть голубое пламя сернистого газа. Днем туристы поднимаются на вулкан, чтобы насладиться прекрасными видами. Защищенные противогазами, они смотрят на то, как работают шахтеры, не имея никаких средств защиты. Сегодня некоторые шахтеры переквалифицировались в гиды, а другие занялись изготовлением сувениров из серы. Однако большинство продолжают работать, как и прежде. Иногда местные туристы платят от 4 до 8 долларов шахтерам за то, что они разрешают их фотографировать. Конечно, для шахтеров это хороший заработок, и они никогда не отказываются. Summon my war spirit, so I'm gonna keep this in here. Okay. I think this is my limit. This is definitely my limit. Wow. Oh man, that hurts. How do you do this? It hurts so much. It's so hard on your back. У иностранных туристов работа добытчиков серы не вызывает уважения. Им просто жаль, что горняки заняты такой опасной работой. Но у таких людей, как Мистар, другого выхода просто нет. В конце дня Мистар возвращается домой, чтобы поужинать со своей семьей и отдохнуть. Вулкан Иджен – это источник, за счет которого Мистар обеспечивает жизнь своей семьи, но в то же время вулкан медленно отбирает жизнь у Мистара. На этом все. Если вам понравилось это видео, ставьте лайки и подписывайтесь на канал. До новых встреч!